Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу свою небольшую коллекцию советских и российских грузовиков марки ГАЗ в масштабе 1 к 43 от костромских брендов. И мы рассмотрим продукцию «Автоистория», Start Scale Models и покажу вам одну модель из серии «Наши грузовики». И не хватает одной масштабной копии контейнерного мусоровоза в коробочке SSM. Та модель у меня до сих пор не отреставрирована. Изначально она ко мне пришла с серьезными повреждениями. Я тоже на нее делал детальный видеообзор и уже 2 раза перекрашивал кабину. Первый раз покраска вполне удалась, но испортил кабину полировкой. А второй раз получилась большая шагрень. И опять пришлось ее перекрашивать и решил уже отдохнуть от той масштабной копии, поэтому в этом видеоролике показывать ее не буду. И давайте начнем с обзора самосвала САЗ-3507. Это не самая удачная масштабная копия, которая выходила в данных коробках, и у меня такое ощущение, что серия «Наши грузовики» это была некая попытка Madimio Engineering вступить в лигу журнальных изделий. Они уже научились делать некачественные масштабные копии, но пока что не хватало журнала. И потом уже появилась серия «Легендарные грузовики СССР». И точно такой же САЗ-3507 до этого выходил в коробке Start Scale Models. И у модели SSM более удачные цвета, но не так много улучшений, чтобы приобретать более дорогую модель в коллекцию. И изначально этот грузовик я планировал взять под переделку, но посмотрел, здесь более-менее нормальный только кузов. Пластиковая рама, не очень хорошая кабина в плане детализации, и если конкретно из этой масштабной копии делать что-то стоящее, то понадобится довольно много усилий. Нужны и материалы, и по цене эта модель выйдет дороже, чем готовое изделие от SSM. Так что не вижу смысла пока что заниматься доработкой этой масштабной копии. Вот такая коробочка. На нижней стороне вы можете видеть артикул, по которому можно найти эту модель в интернете. Написана дата производства, 12 месяц 2018 года. Машина-игрушка для детей от 3 лет. И срок годности не ограничен, хотя срок службы составляет всего 10 лет. И покажу вам мельком этот грузовичок. Здесь особо не на что смотреть. И в серии «Наши грузовики» выходило довольно много различных ГАЗ-53 и модификаций. Также были грузовики и с обновленной кабиной. Но у меня в коллекции из этой серии только 3 модели. Это самосвал, который вы сейчас видите. Также сидельный тягач КАМАЗ. И третья модель был пожарный АГВТ на шасси МАЗ-200. Ту модель я тоже не так давно демонстрировал в одном из своих видеороликов. И если стачивать дверные ручки на кабине, то придется ее перекрашивать, потому что останутся следы от спила. Также у этой модели отсутствует надпись на решетке радиатора. И вообще непонятно, почему на этой модификации решетку покрасили в белый цвет, как на более поздних машинах ГАЗ-5312. И у меня у этой модели сломались ножки на зеркалах заднего вида, уже не стал их ремонтировать, потому что, еще раз повторюсь, эта модель изначально бралась как донор запчастей и автомобиль для последующей конверсии. Цвет кузова тоже не самый типичный, нужно будет его перекрашивать, и на модели из серии «Наши грузовики» снизу отсутствует механизм, который был на модели SSM. Так что, опять же, если делать доработку, приходится изготавливать самостоятельно новые детали. Также не очень ровно установлены колеса, ходят восьмерками, и задние фонари тут упрощенного типа, обычная черная пластиковая деталь, поверх которой краской нарисовали стоп-сигналы и поворотники. Ну, вот такой грузовичок. Их продают за 999 рублей. Посмотрел в крупных интернет-магазинах, таких моделей сейчас нету в наличии, но я думаю, они до сих пор встречаются на вторичном рынке. Следующая модель в коробочке «Автоистория».
Это грузовое такси ГАЗ-33073. У машины кабина желтого цвета. Эти модели до сих пор встречаются в открытой продаже. Сейчас они стоят 1850 рублей. И точно такой же грузовик выходил в коробке Start Scale Models. Его цена была 3450 рублей. И у ССМ, у грузовика была голубая кабина и зеленый кузов. И также поставлялся съемный тент. И у Автоистории был грузовик с тентом, с бежевой кабиной и голубым кузовом. Но мне больше приглянулся желтый вариант, тем более в интернете можно найти рекламные плакаты именно с таким грузовиком. Вот так выглядит нижняя часть коробки, ничего нового здесь нету, изделие изготовлено в Китае. И мельком покажу вам этот грузовичок. И это вполне удачная масштабная копия, хотя, опять же, есть некоторые оговорки. Не очень хорошее качество сборки, очень много пятнышек клея, но более-менее аккуратная покраска. И если вы посмотрите, у модели вполне хорошая детализация ходовой части, правда, не окрасили выхлопную трубу и коробку передач и нижнюю часть двигателя. И также у меня немножко отломалось крепление от запасного колеса, и тоже все здесь обильно пролито клеем. И почему-то у этих грузовиков не очень ровные кузова. Например, на этом автомобиле кузов идет дугой, напоминает банан, а на остальных грузовиках он идет винтом. Можно самостоятельно покрасить сиденье, панель приборов, и я поставил элемент из фототравления от мастерской Петроград, значок ГАЗ. На вторые грузовички не ставил, потому что в наборе был только один тип с такими буковками, а другие надписи в немножко ином формате, и они не подходят под этот горьковский грузовик. Осветительная техника тоже не самая лучшая. Подложка почему-то обозначена серебристой краской, и фары выглядят, на мой взгляд, очень примитивно. Колесики более-менее нормальные, покрышки тоже, хотя маркировка отсутствует и рисунок очень уж бросается в глаза. И такие покрышки можно приобрести отдельно в наборах АВД дополнения. И давайте посмотрим на следующий грузовичок ГАЗ-3309. По большому счету эта модель не особо отличается от предыдущего грузовика. Здесь якобы стоит другой двигатель, но этого вы на масштабной копии не увидите. Только добавили шноркель на водительской стороне. А нижняя часть здесь без особых изменений, если вы посмотрите. И окрасили колесные диски в цвет кузова автомобиля и более привычный цвет кабины грузовика. И здесь тоже проблемы с осветительной техникой. Водительская фара более-менее нормальная, а пассажирскую почему-то окрасили серебристой краской. Но если выбирать между вариантом SSM серии «Наши грузовики» и продукцией «Автоистория», то я думаю, последний бренд наиболее выгоден для приобретения. Здесь, во всяком случае, лучше соотношение цена-качество. У SSM встречаются точно такие же недочеты, цена намного выше, а в серии «Наши грузовики» очень сильно упрощена кабина и пластиковая рама. И как раз вы можете посмотреть, как здесь выглядит кузов. Идет винтом все. Конечно, можно попробовать его исправить, но нужно греть пластик, и не факт, что он примет нужную форму. А рама нормальная. Если поставить модель на стол или на полку, то все колеса касаются поверхности. И покажу вам третью модель от Автоистории. Это полноприводный ГАЗ-33081 в выставочном варианте окраски. И в коробочке SSM был точно такой же грузовик, в точно такой же окраске. Только цена отличалась. Ну, были некоторые улучшения, но, опять же, повторюсь, они не столь существенны, чтобы переплачивать за масштабную копию. И эта модель немножко отличается от предыдущего грузовика,
Присутствует раздаточная коробка, немножко иная выхлопная труба. Также добавили один дополнительный топливный бак, ну и, естественно, другие рессоры. И переместилось запасное колесо в кузов. И на этих моделях улучшенные задние фонари из прозрачного пластика, хотя лампочку заднего хода могли сделать как-то более изящно. И на брызговиках также нарисовали катафоты. И, наверное, если выбирать из трех моделей, этот грузовичок мне нравится больше всего. У него симпатичный цвет кабины, и машина тоже собрана более аккуратно, чем предыдущие масштабные копии. И давайте покажу вам последний грузовик в коробочке Start Scale Models. Это GTK 40 на шасси ГАЗ-53. И это была довольно желанная масштабная копия, и их буквально раскупили еще на стадии предзаказа. И мне повезло, моя бронь сработала, и к этой модели особо придираться нету смысла. Обычное костромское изделие, более-менее аккуратная покраска и сборка. В этом плане мне с этим грузовиком повезло. Но опять же, если вы посмотрите на решетку радиатора, нету надписи ГАЗ, не очень правильные зеркала заднего вида с короткими ножками. И если в них смотреть, то вы увидите только огнетушители. И ножки должны быть намного длиннее и выходить за пределы надстройки. Окрасили диван, также панель приборов, более-менее нормальные колесные диски. На этой модели уже стоят другие покрышки, и они сделаны более реалистично, чем на грузовиках с обновленной кабиной, но тем не менее тоже покрышки не самые удачные. И такие покрышки в наборах АВД дополнения, по-моему, не встречаются. Коротковата цепь, она не касается поверхности, но надстройка мне понравилась. Здесь симпатично изготовлены баллоны, также довольно ажурная надстройка, она покрашена в зеленый цвет, присутствует баллон и выхлопная труба выходит под передний бампер. И могу вам показать модель-самоделку, которую я изготавливал из варианта SSM, скопировал кабину, раму, и, конечно, это тестовый образец, здесь не очень хорошая покраска, я по большому счету эту модель собрал из забракованных деталей, и здесь со временем я переделал выхлопную трубу, потому что изначально у меня труба была сделана из толстой проволоки и выглядела не очень реалистично. Теперь я подобрал проволоку более правильного размера. У меня также есть другие грузовички-самоделки, но пока что я их до конца не сделал, поэтому рубрика у меня пока на паузе. Когда доделаю, тогда мы продолжим серию, посвященную моим самоделкам. Вот такие грузовики, которые я хотел вам показать в рамках сегодняшнего видеоролика. Пишите в комментариях, какие костромские ГАЗ-53 и другие модификации есть у вас. Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и также подписывайтесь на мой второй канал, там тоже выкладываются разнообразные видеоролики на модели из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.